Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие события намечаются и какие движения по рублю, доллару, нефти, золоту, евро и другим активам сегодня ожидаются. Так, давайте с календарика событий начнем. Здесь на сегодня данные макроэкономические по Германии, особенно в 12 часов важный показатель индекс экономических настроений ЗЕУ в Германии. То есть здесь вот для евро может наступить водоворот в этот момент. Ну и также данные по объемам розничных продаж и экономических настроений в целом по еврозоне. Так, ну и далее сегодня комплементарно индекс деловой активности в секторе услуг США почему-то 2 звездочки дают, хотя это достаточно существенный момент для Соединенных Штатов. И занятость в непроизводственном секторе, а также индекс менеджеров по снабжению непроизводственной сферы. То есть вот этот показатель, он, собственно говоря, и отображает, как экономика пульсирует или она начинает захлебываться. Так, давайте перейдем к новостям. Ключевой момент – кризис в ОПЕК+, то, что не могут никак договориться, фактически ОПЕК плюс на грани развала из-за конфликта между Арабскими Эмиратами и Саудитами. Но на то есть основания, потому что действительно на предстоящий третий квартал предполагается еще более значительный рост спроса на нефть. Ожидается еще рост спроса на 4,7 миллиона баррелей в день. Обращаю внимание, что общее мировое потребление нефти в районе 90-100 миллионов баррелей. Соответственно, это получается, ожидается прирост еще почти на 5%. И вот именно данный фактор, он является ключевым, то, что двигает цены на нефть вверх. И, собственно говоря, из-за него и происходит конфликт в ОПЕК+, потому что Объединенные Арабские Эмираты, видя все это, не хотят себе ни в чем отказывать, но это противоречит позиции Саудовской Аравии и России, которые ожидают, что если начать наращивать добычу нефти, это придет к тому, что цены могут проседать из-за встречного потока предложения. Так, ну и в Соединенных Штатах в связи со всем этим происходит ренессанс добычи сланцевой нефти. Как видите, объемы растут, они уже превышают уровень добычи, который был в 2018 году. Конечно, до пика 2019 еще далеко, когда они почти на десятку вышли, но тем не менее уже 2018 год позади. Так, ну вот опять выходит на повестку дня тема, связанная с Китаем. Американские СМИ задаются вопросом, может ли Китай править миром, сами же отвечают на него, что скорее всего нет, потому что для того, чтобы Китай правил миром, необходима, во-первых, привлекательная жизненная концепция, которая, но она чужда тоталитарным системам, и второй момент – экономика. Дело в том, что Китай, он находится в очень непростой ситуации на долговом рынке. Есть там такой крупный застройщик Evergrande, о нем неоднократно говорили. Вот на прошлой неделе у него снижали уже рейтинг кредитный. В прошедшие годы он несколько раз налетал на технический дефолт. Высокая очень закредитованность, риски банкротства очень великие. И, соответственно, китайское правительство для того, чтобы как-то этот вопрос урегулировать, взяло и позвало руководителя этой компании на празднование столетия партии КПК, но для того, чтобы западных инвесторов успокоить, что вроде как все нормально, хоть вы рейтинг и снизили, хоть там есть проблема с возвратом задолженности, облигационных займов, тем не менее китайское правительство никуда не денет эту компанию и поможет ей в случае проблем. Так, ну и вот в Китае, в общем-то, нарастает долговой пузырь, сложности у компаний растут с оборачиваемостью, с возможностью рефинансирования, перекредитования. Bloomberg Credit Tracker показывает, что долговой рынок Китая в опасности, причем эта ситуация усугубляется. Так, ну вот переходя к графикам, вот этот волшебный, крупнейший, второй по величине китайский застройщик Evergrande, да, у него идет продолжение снижения котировок, но сейчас он подошел к определенной точке, и от этой точки он может развернуться и отскочить. Происходящее здесь движение указывает на то, что вероятность отскока она достаточно большая. Вот. Если все-таки отскока не будет из-за высокой кредитной нагрузки, то, соответственно, отсюда развивается движение, цель которого возврат в район 4-4,5, вот сюда вот.
Но если такое произойдет, это приведет к тому, что упадет способность к кредитованию этой компании, и это может привести к коллапсу и как минимум техническому дефолту. Но если такое произойдет, для китайской экономики это будет не айс, с учетом постоянного роста кредитной загрузки, наличия очень сильного теневого сектора кредитования, то, соответственно, за этой компанией нужно с придыханием следить. Ну и вот, собственно говоря, мы видим, что под грузом имеющихся проблем в экономике, во-первых, в Китае идет снижение скорости восстановления, во-вторых, мы видим по китайскому фондовому рынку CSI 300, он начинает проседать, и вот было наметившееся движение наверх, оно здесь срезалось, и сейчас весьма вероятно идет движение, цель которого по тесте 4900. Обращаю внимание, что это связано с ситуацией вообще в целом в Китае, то, что у них проблема на долговом рынке, проблема связанная с динамикой роста внутреннего потребления, потому что политика «одна семья, один ребенок», она, в общем-то, создала колоссальный пласт проблем для того, чтобы росло внутреннее потребление. И на текущий момент сейчас вот здесь идет попытка свалиться в пикирование, ну хотя бы на 4900. Так, ну вот по дневочке сегодня идет просадка. На самом деле текущие значения, они могут вполне привести к отскоку и движению на 5300, но с учетом позитивной динамики в Соединенных Штатах, Китай сейчас все-таки оказывает не очень большое влияние на российский и мировой фондовый рынок. Вот если он пойдет ко дну или там какой-то технический дефолт по облигациям крупной компании произойдет, тогда это может заставить уже все рынки вздрогнуть. Так, друзья, далее SFD на фьючерс S&P, он торгуется, когда даже Америка спит или отдыхает. Но здесь сегодня указание на то, что достигнут новый максимум, и сегодня мы увидим продолжение волшебного роста американского рынка. Так, далее индекс доллара. По индексу доллара цель движения наверх не доделали, но здесь произошло изменение траектории движения, и поэтому сегодня-завтра, если будет пробой 92, то мы увидим повторное движение и тестирование 91,5. Если такое будет, это очень хороший позитив для евро, для других валют. Ну и для рубля это тоже дополнительные плюс 3 к атаке против доллара. Так, друзья, далее криптовалюты. Давайте посмотрим эфир. Эфир сейчас собирается с духом. Не происходит пробоя повторного 2165. Это хорошо, потому что чем дольше он сейчас находится выше этого значения, тем больше вероятность того, что отсюда пойдет резкое даже движение вверх, у которого конечная цель это будет 4020. Так, друзья, далее золото. Здесь у нас первая цель движения 1814. В зависимости от того, как будет, не будет закрепления, зависит дальнейшая динамика движения. Вообще тут с учетом вот этой разворотной формации, ну я думаю в самое ближайшее время, там 2-3 недели, должны сходить на 1907, возможно даже 1954. Ключевой уровень здесь 1907 у него. Сегодня ключевой вопрос закрепления на 1800 будет, не будет. Если будет, то соответственно завтра отсюда очень бодро движение в район 1817-1820. Если сейчас все-таки вот это движение не получит развития и мы уходим, пробиваем 1800 и 1794, то вот этот прекрасный рост, который пошел, он либо откладывается на неопределенный срок, либо ломается. Но на текущий момент, с моей точки зрения, больше вероятности того, что сегодня мы увидим движение на 1814, вот сюда вот. И если не будет коррекционного отката с пробитием 1794, но даже здесь на часовике немножко он будет пониже 1786, вот так вот. Вот, соответственно, то есть откат, который не пробивает это значение, приводит к выкупу и дальнейшему движению наверх. Так, друзья, далее нефть, бренд, месячный таймфрейм. Ну, как видно из месячного таймфрейма идет движение, у которого, ну, первая цель, вот этот хай перебить. Вообще цель 94. Масса информации о том, что, как вот вначале с вами обсуждали, значительный прирост потребления нефти на третий квартал заложен.
И, в общем-то, это и есть ключевой фактор, который двигает цены наверх. И то, что происходит в ОПЕК+, который на грани развала, это как раз застарелые обиды плюс нежелание мыслить стратегически, а желание получить все и сейчас со стороны Арабских Эмиратов. Так, друзья, ну вот мы уперлись 77,5. И на сегодня, если не будет пробоя 77,5, 77,6, то, соответственно, у нас отсюда уже сегодня-завтра возникает коррекционный откат, цель которого движение вот сюда, вот в район 76,2, 76. Если пробой вот здесь все-таки возникает, то мы сегодня уже в течение дня идем на 80, возможно 81. Поэтому вот эта траектория движения, которая сейчас сложилась, она очень важна в части того, будет или не будет еще один толчок наверх сильный. Здесь ситуация несколько противоречива, потому что с одной стороны здесь просто технически необходим коррекционный откат, с другой стороны пока на текущий момент здесь внятных сигналов на разворот и серьезный откат их не поступает. То есть пока все, что здесь происходит, оно указывает на то, что должен быть в ближайшее время следующий импульс, пробой 77,6 и, соответственно, после этого движение в район 81. Ну, здесь посмотрим, вот если не будет в ближайшие несколько часов этого пробоя, то я думаю, все-таки более вероятно произойдет коррекционный откат на 76,2. Так, друзья, давайте посмотрим позиции Форекс ММВБ по РТС. Ну, здесь как бы очень маленькая динамика изменений по окончанию вчерашнего дня. Юрлицы делают ставку на боковик, но тем не менее, ну как вы сами видите, при таких ценах на нефть волей-неволей РТС будут тащить вверх. Но здесь уже движение, оно такое через силу идет, то есть ну прирост есть, но он не очень большой. Сбербанк, ну здесь ситуация, судя по фьючерсу, попытка на отскок, но на самом деле пока идет активная игра в других нефтяных и более слабых фишках, весьма вероятно Сбер будет либо в консолидации, либо проседать. Газпром, здесь ставка на коррекционный откат. Так, ВТБ, но здесь никто рост останавливать не планирует. Ну, ближайшая по акциям цель это 5,4, 5,5 копеек. Норникель, здесь тоже весьма вероятно будет попытка коррекционного отскока. Рубль-доллар, здесь боковик. Но смотрите, на самом деле на рынке постоянно возникает раскорреляция, растущая нефть не дает, тем не менее, расти рублю. Это связано со скупкой валюты. Вчера все прожужжали все уши по поводу того, что там и Центробанк, и правительство, и Минфин хотят скупать больше валюты. Вполне естественный ход с учетом того, во-первых, что происходит в экономике. Заведомо тут вообще просто раздрай полнейший. Ну и то, что геополитика, она так или иначе будет в ближайшее время оказывать давление. Поэтому ход логичный. Вопрос, насколько он конструктивен, покажет вскрытие дальнейшее. Ну а на текущий момент, если опираться даже на исторические данные, то вот как раз этот период времени, либо начало июня, либо начало июля, оно служит переломом для того, чтобы рубль начал ослабляться в большинстве случаев. Евро-доллар, здесь ставка на то, что евро к доллару будет ослабляться. Евро-рубль, ставка на укрепление рубля против евро. Нефть, но здесь ставка только на рост и на рост. Золото, здесь тоже ставка на рост. Серебро, ставка на рост, но у золота как-то она более убедительная. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневочка. Ну, смотрите, сейчас, по сути, он получается пока что заперт 73,3, 73,6, вот в этом диапазоне. Если нефть 77,5 пробивает и там закрепляется, то весьма вероятно будет попытка тестирования на пробой вот этого диапазона 73,3, 73,2 и далее попытка закрепиться вот в этом диапазоне 73,14, 73,3. На текущий момент, я думаю, все-таки более вероятно, что либо от текущего значения будет отбой и движение к верхней границе, либо от этой зеленой линии, которая 73,3. Но такое вот решение напрашивается либо сейчас развернуться и отскочить, либо где-то отсюда, от вот этого диапазона. Здесь, конечно, вот пошел импульс на укрепление рубля. Это еще началось вчера, во второй половине дня. Но исходя из практики, вот этот диапазон, который 73,3, 73,15, здесь очень активно выкупают доллары.
И, соответственно, в последнее время, как вы видите, цена все время отскакивает и уходит наверх. То есть рублю укрепляться ниже этого значения не дают. И постоянно идет лесенкой рост того уровня, на котором рубль стабилизируется. То есть доллар все время подрастает и, соответственно, рубль ослабляет. Поэтому, если будет все-таки пробой 73.22, то мы получим сначала переход в этот диапазон, потом, возможно, вот в этот. Но я думаю, все-таки более вероятно либо консолидация в диапазоне 73.5, 73.25, вот здесь вот, либо сейчас по факту разворота попытка тестирования значения 73.7. Так, друзья, ну все, основные инструменты. Спасибо за внимание.